Всем привет, дорогие друзья! И в сегодняшнем нашем видео мы будем делать вот такой трайк. И сейчас я поставлю видео, чтобы вы посмотрели, как он ездит, а потом я расскажу о его характеристиках. Скорость трайка на штатной резине гироскутера от 20 до 25 км в час. Но в этом видео мы будем делать трайк на вот такой резине от садовой тачки диаметром 30 см. И максимальная скорость должна возрасти на четверть. Чтобы наш ребенок не отбивал задницу на кочках, этот трайк имеет регулируемую по жесткости подвеску и мягкое сиденье. Этот трайк имеет раздвижную раму. Его можно удлинять на 25-30 сантиметров. Тем самым можно подстроить под рост любого водителя от 100 до 160 сантиметров. Также трайк имеет складное сиденье. Передняя часть трайка складывается, и ее можно положить на сиденье для удобства транспортировки. Трайк включается кнопкой на руле. Имеет две скорости, переднюю полную скорость, вперед 50% и заднюю скорость. Вот у нас вперед 100%, так. Задняя скорость с пищалкой, 50%. Батарея будет располагаться за сиденьем. Ну а теперь пару слов о материалах, которые нам понадобятся. Это ушатанный гироскутер с Авито, два колеса от тачки, реактивная тяга от классики, средняя. В этот раз я буду подрамник делать не так, как вот на этом трайке, а это будет гораздо проще. Нужно будет просто разрезать, и, соответственно, вот уже сайлентблоки стоят, ничего варить не надо. Амортизатор от велосипеда на 750 или 850 фунтов. Это недорогой, 400 рублей стоит. Очень важная деталь: болт 12 мм длиной 180 или 190 мм. Втулка от классики, от задней подвески на 12 мм. 4 вот таких вот опора бруса закрытая из строительного магазина. Из двух мы сделаем подножки, а две будут являться держателем нашей батареи за сиденьем. Вот они как раз идеально подходят для этой батареи. Также нам нужно пару отрезков трубы 25 на 50 и 30 на 60. Вот они идеально внутри друг друга перемещаются. Также несколько кусочков трубы 20 на 40 для подрамника и для заднего сиденья. Заднее сиденье вы можете ставить любое, какое у вас есть. Это либо сиденье компьютерное, детское, либо какое-то другое сиденье, которое у вас есть под рукой. Также заранее нужно заказать вот такую ручку газа. Все ссылки и фотографии я сохраню в описании под видео. Ну и, конечно же, велосипед с колесами 14 или 16 дюймов. При покупке обращайте внимание, чтобы велосипед имел передний тормоз, чтобы вам потом не мучиться и не придумывать самому этот тормоз. Ну а теперь берем чертеж, нарезаем материал по размерам и свариваем.
вот я в течение часа нарезал весь материал. И быстренько пройдемся. Итак, наши реактивные тяги. Это у нас прикручивается к гироскутеру. Это перемычка, вот она синяя. Дальше амортизатор. С одной стороны крепление, со второй стороны крепление. Это у нас рама. Так, это у нас передний подрамник здесь будет, пока не стал отрезать. Это подножки, на это крепится. Это поворотный узел. Будет складывание. Вот. Ну и теперь осталось это все сварить. Я хотел дополнить, я здесь в оси просверлил отверстие, чтобы можно было поставить болт и зажать ось, потому что болт немножко ходит внутри оси, есть люфт примерно 0,2 мм, и чтобы не было вот этих звуков во время езды, поставлю зажимающий болт, чтобы ось не двигалась при движении. И вот наш подрамник готов. Теперь нужно разобрать гироскутер. С него нужно все снять, плату, все нижние крышки. Плату будем припрошивать дома. А сейчас я буду сверлить отверстие в гироскутере. Я буду сверлить вот в эти места, но подкладывайте что-то под низ. Потому что если вы будете просто сверлить, вот эта резинка обязательно выскочит. Ее потом трудно назад заправлять. Поэтому что-то подкладываем под корпус и тогда уже сверлим. Теперь берем болты 100 мм на 8, крупные шайбы и гайки и прикручиваем корпус гироскутера к подрамнику. И вот я прикрутил корпус. Обращаю ваше внимание, что я платы всегда располагаю справа. Теперь наша задача разбортовать колесо и поставить резину большего диаметра. Я использую вот такую подставку, чтобы не сломать вот этот провод. Теперь нам нужно рассверлить отверстие, вот это, до 10 мм, потому что у новой камеры диаметр больше, чем у старой. Итак, задний подрамник полностью готов. Теперь наша задача вот эту ось приварить с помощью вот этих двух петель к нашей раме. Итак, раму я проварил. Сюда я вкрутил болт под шестигранник. Теперь нет никакого люфта. Все идеально мягко. Теперь выставляем раму на нужной высоте, даже чуть-чуть выше, чем требуется. Берем амортизатор и привариваем вот в таком положении. И останется нам приварить упор для амортизатора. Я говорю чуть выше, потому что гироскутер присядет немножко и будет высота нужная вам. И вот я проварил все, что касается подвески и силовой части. Теперь у нас работает амортизация. Также я сюда вварил гайки с болтами под шестигранник, для того, чтобы можно было зажимать переднюю часть рамы. Теперь наша задача взять велосипед, отрезать переднюю часть, приварить ее вот к этой детали.
И пока была выключена камера, я отрезал переднюю часть велосипеда, вовнутрь вставил профильную трубу, которую я ранее приготовил уже с отверстиями, и обварил. Закрепил эту часть, вот эти детали вот в таком положении. Здесь оставил между крылом и профильной трубой где-то 2 сантиметра, чтобы не задевало. Теперь мне осталось вот здесь подварить и приварить подножки. Нужно быть внимательным, чтобы руль при повороте не задевал за них. Итак, ребята, вот что у меня получилось за 2 вечера. Давайте еще раз посмотрим. Значит, смотрим. Ноги не задевает. Складывается. Амортизация работает. Складывание есть. Итак, дорогие друзья, сегодня третий заключительный вечер, когда я делаю этот трайк, и я принял решение делать сиденье самостоятельно. Оно будет вот точно такое же, как и это. Тем более его себестоимость примерно рублей 400, из которых 240 рублей это вот такой кусок кожзаменителя. 60 сантиметров погонных и ширина рулона 1,40 м. И теперь берем также мой чертеж, нарезаем материал, отрезаем фанеру, и я покажу, как я делаю сиденье. Итак, друзья, я собрал каркас сиденья. Единственное, что вот эту планку я немножко сместил назад, чтобы она не задевала за вот этот кронштейн. Снизу приварил гайки увеличенной толщины на 8 мм, болты на 80 мм. И снизу 2 толстых хомута. Этими хомутами сиденья будут прижиматься к раме. Сзади сиденья я приварил 2 опоры бруса. Тут будет располагаться наша батарея. Сидит очень хорошо, плотно. Здесь будет еще резинка, которая будет удерживать батарею на месте. Все прекрасно. Теперь наша задача сделать сидушку и спинку. Внимание, первое правило. И в сидушке, и в спинке должны быть просверлены отверстия вентиляционные. Потому что, когда вы натянете кожу или кожзаменитель, когда ребенок будет садиться, объем подушки будет уменьшаться. Воздуху некуда будет выходить, и кожа может лопнуть. Поэтому нужны отверстия, через которые будет выходить воздух. Следующее. Формируем такую ложбинку в середине, чтобы ребенок не соскакивал с сиденья на бок. Поэтому сначала приклеиваем 2 таких боковых подушки. Я клею обычным клеем титан для пенополиуретана. Теперь берем 2 заранее отрезанных куска и также наносим клей. Для того, чтобы поролон не отлипал, можно по бокам его прижать скобами. Теперь еще один лист, уже чуть большего размера, чтобы он немножко загибался с боков. Толщина этого поролона 30 мм.
Ну, когда я покупал, мне другого не предложили. Все, теперь наша задача натянуть кожу. Итак, друзья, наш трек готов, все получилось прекрасно. Если понравилось, ставь лайк. Если не понравилось, пиши гневный комментарий. И следующее наше видео будет о прошивке гироскутера вот в такой трек. Пока.